А проблема в том, что мы летели в субботу. 3 октября это была суббота. То есть больше половины людей не работают. Работники в нашем аэропорту ничего не знают. Это твоя работа, ты должен это знать. Блин, везде должны быть свои рамки. Всем пис! И сегодня я снимаю новое видео. Сегодня я решил записать вам свой storytime. Я в прошлом месяце не так часто выпускала storytime, да и вообще, в принципе, сейчас их как бы мало выпускаю, потому что их, во-первых, как-то херово смотрят. She's got a point. А во-вторых, у меня остается все меньше и меньше историй, потому что, да, истории, конечно, забываются, и вот эти истории, на самом деле, многие из этих историй я вообще в помине не помнил, пока я не выбрал тему этого видео, пока я не начал просто вспоминать разные истории, связанные с этой темой. В общем-то, сегодня у нас storytime на тему обслуживания. Также расскажу историю, которую я уже рассказывала в видео про Дубай, но там просто очень интересная история, поэтому я не могу ее не рассказать снова. А также я решила сюда впихнуть историю про Skyeng, потому что я ни разу не рассказывала об этом на своем канале, и вообще, знаете, я в помине про это забыл. Это, по-моему, это вообще, я не помню даже, когда это случилось на самом деле. Ой, короче, давайте начинать. Давайте начнем с самого интересного, а точнее с истории про Дубай, потому что там была вообще жесть какая история. Так, кто не знает, мы в октябре этого года, о господи, в условиях пандемии, как бы, да, летали в Дубай. Блин, я так часто трогаю свои волосы, простите, sorry. Ну, короче, мы летали в Дубай. Это было в октябре, с 3 октября по 10 октября, да. Историй из самого Дубая не будет, потому что минимум нам попадались крайне вежливые люди и обслуживали нас всегда вежливо, всегда отвечали на все вопросы, всегда общались с нами вежливо, чему работникам у нас стоит поучиться, знаете. Давайте расскажу сначала, что произошло, когда мы летели туда. Дело в том, что мы летели рейсом Астана-Дубай, Дубай-Алмата. Что же у нас случилось? Мы приехали в Астану, все было нормально, мы не опоздали, мы приехали на регистрацию, мы пошли, мы были чуть ли не самыми первыми, кто туда пришел, мне кажется. И ждем своей очереди. Мы, естественно, с мамой сдали заранее ПЦР. ПЦР это вид теста на коронавирус, чтобы его обнаружить. Очень неприятная процедура, короче, как я его сдавала, вообще-то уже отдельная история. Если хотите услышать эту историю полностью, вот тут будет история там про Дубай на 30 минут. Но сейчас я вкратце все расскажу, да. Подходит наша очередь, мы все подходим, подъем ПЦР. Получается, был такой закон, не знаю, как сейчас, я не читаю закон, знаете ли, каждый день, то есть не посвящает ему какой-то отдельный час своем мне, хотя стоило бы, наверное, да? Короче, мы подходим к стойке регистрации, и нам говорят, подъявите ПЦР, мы подъявляем до 12 лет детям, как минимум, да, раньше был такой закон, что после 12 лет, да, после 12 лет и так далее нужно сдавать ПЦР. Этот тест еще в семье, естественно, он действует 3 дня или 2 дня, что-то типа того, мы сдали за 2 дня, и мы подаем все документы, и нам говорят, подайте, пожалуйста, медицинскую страховку. Дело в том, что либо сейчас в условиях пандемии добавили такое условие, что нужна была страховка. В общем-то, моей маме это никто не сказал. Это не было написано на сайте, потому что она прорыла весь сайт в поисках нужных документов. Ей не звонили, никак не оповестили о том, что нужна была страховка. А проблема в том, что мы летели в субботу. 3 октября это была суббота. То есть больше половины людей не работают, которые могли бы сделать страховку. Мы стали искать, чтобы нам ее сделали онлайн. Звоним в одну компанию, извините, мы не работаем по пятницам, по субботам. Звоним во вторую компанию, извините, мы делаем страховки на машину. Короче, в конце концов, мы нашли компанию Nomad, которые сделали нам ее довольно быстро, там, естественно, за отдельную плату. Возможно, это был способ, чтобы из нас деньги выкачать. Возможно. Реально такое правило, но просто в самих Дубаях нас вообще ничего не просили об этой страховке. Я надеюсь, кстати говоря, что меня слышно вам. Такая вот неприятная история. Но когда мы возвращались обратно, ребят, был вообще пиздец. Короче, что случилось? Мы с мамой долго искали, где нам можно сдать. Мы летели, если что, мама, я, мой братик и моя младшая сестра, и меньше 12, меньше 10 обоим. Мы с мамой искали, где мы можем вдвоем сдать тест на коронавирус. Ну, короче, мы в конце концов нашли, там тоже отдельная история, как мы находили вообще. Там все очень удобно, на самом деле, сделано это. Короче, мы сдавали его в Эмират Моллс, там есть отдельная будка, которая расположена фиг знает где. Вообще, мы еле как ее нашли, ну ладно, это отдельная история. Все-таки все, мы
мы спокойно летим домой, у нас есть ПЦР на руках. Когда мы прилетаем в Алмату, мы летели, получается, Дубай, Алмата, потому что нам так было удобнее. Потому что в Алмате нам пришлось остановиться на одну ночь, а там у нас было где остановиться. Когда мы прилетаем, прямо на входе, то есть мы идем по крылу, там с помощью самолета, хорошо, что не на автобусе, слава Господу. Ну, короче, мы идем по этому крылу, и нас встречают работники. Мы показываем ПЦР, что вот на нас двоих есть, и нам говорят, а нужны еще на 2 маленьких. Дело в том, что до этого нас, когда мы влетали в Дубай, когда мы ехали туда, нас просили только для детей после 12, блядь, в Дубае. И в наш Усть-Залупинск, блядь, нужна людям уже и до 12 нужно сдавать ПЦР. Дело в том, что это очень неприятная процедура. И, например, если 3-летний ребенок, я не думаю, что 3-летний ребенок, извините, это выдержит. Я, конечно, и говорю, что там иглу в жопу засовывают, но, блин, это очень неприятная процедура. Совершенно неприятная процедура. Я не думаю, что какой-нибудь 3-летний ребенок реально выдержит. Работники в нашем аэропорту ничего не знают. Ничего, блядь, никто ничего не знает. Как всегда. Ничего нового. Никто ничего не знает. Класс, лайк, США в шоке. Stop it. Get some help. Нет, США не удивлены вообще. Россия тоже, вместе с ними, они и так знали все. Мы проходим, и нам говорят, идите дальше, разбирайтесь сами с главврачом, нам вообще посрать. Ну, как всегда. Мы проходим, а там те люди, которые пропускали, там был 2 прохода, то есть люди шли на паспортный контроль для тех, у кого есть ПЦР, а другие шли для тех, у кого нет. Многие люди вообще не знали, но просто мама моя подписана на многих блогеров, которые ездили в Дубай, казахпайки, вип-казашки, вот. И они говорили, что вот нужен ПЦР. Спасибо этим блогеркам большое. И на самом деле никто не знал, то есть у кого есть ПЦР, у кого нет. Все, у кого нет ПЦР, они могли пройти туда, и никто бы не узнал. Ну, вообще, а если кто бы узнал, можно было сказать, ой, извините, мы перепутали места, мы не услышали. Ну, короче, прикинуться дурочками, блин, это всегда работает. Но мы прошли как честные, ответственные гражданины за чистый Казахстан. Мы прошли в тех, у кого были проблемы. Ну и, короче, мы там стояли все на нервах, там вообще все были на нервах. Там было очень много людей, человек 20. Ну, короче, моя мама поругалась с этим главврачом, и прикол в том, что главврач, он ничего, блядь, ребят, не знает. Как можно быть настолько халатным работником, что я не знаю, это твоя работа, ты должен это знать, блин. Главврач, главный врач, главный, ключевое слово главный, он ничего не знает. Он куда-то звонит, на него также орут. Моя мама устроила скандал, ну, короче, он позвонил кому-то, этот кто-то на него орал, о, господи, прям через телефон было слышно, какой-то человек на него орал, что вот, я ничего не знаю, ну, короче, мы все стоим на нервах, там уже 20 человек, да, в списке было ровно 20 человек, с нами должно быть 24 тех, кто поедут в отель. Это самая нелогичная вещь, но они поехали в отель Астана в городе Алматы, извините, да. В конце концов, нас пропустили, потому что там была еще одна пара, у которых были вообще груднички. Их, естественно, пропустили, а нас не хотели пропускать, нас никакую не хотели пропускать. Но дело в том, что когда мы улетали, был закон, и мы не знали об этом, нас никто не оповещал. И проблема в том, что никто ни о чем не оповещает. Блин, почему? Я не знаю, чья это проблема. Это проблема Эйр Астаны. Причем полеты, самолеты, все прекрасно было. Вообще все, никаких нареканий. Еда даже нормальная была. Типа вообще 0 нареканий. Но вот эта вот херня, почему нам ничего не говорят про страховки? Почему нам ничего не оповестили? Много кто вообще не знал, что нужен ПЦР обратно. Я понимаю, что это логично, но, блин, где правила, где вообще что? Нас хотели оставить на эти 2 дня в отеле Астаны. А прикол в том, что еще у нас был перелет на следующий день, на следующее утро. У нас был перелет из Алматы уже в наш Усть-Залупинск. То есть вот эта халатность работников меня очень смущает. Особенно в этом аэропорту ужасном. Я не помню истории еще, потому что до этого, когда я летал, я все-таки был поменьше. Когда мы летели в Москву, я не помню, чтобы что-то происходило такое тотально глобальное. И в Болгарию я запишу отдельный сторитайм, наверное, когда-нибудь в феврале будет сторитайм про мои поездки разные. Перейдем к следующей истории. История, я не помню, когда она случилась, но я помню, что она случилась в июле. Летом она случилась этого года. По-моему, 29 июля. Короче, в конце июля, мне кажется, случилась эта история. Дело в том, что мы с Машей захотели пойти за энергетиком. Пошли в магазин Жорес. Как-то Жанрес.
Что-то типа того. Ну, короче, там не было того, которого мы хотели, поэтому мы пошли, ребята, в Пивнов, который стоял прямо рядом. То есть, вот это Джолгас, по-моему, называется, а вот Пивнов. То есть, они очень рядом находятся. Ну, короче, мы, конечно, тоже тупые, на самом деле, идти в магазин, где все 18+, так сказать. Захотели, но Маше там уже продавали энергетик. То есть, она уже ходила туда, и ей все продавали. Но дело в том, что есть там, получается, несколько продавщиц было, и одна из них продала ей, а вторая нет. Ну, короче, мы пошли, но, естественно, нам не продали. Сказали, вот, мол, вам 18 лет нет. То есть энергетики вредят вашему здоровью, я ничего не пропагандирую, но дело в том, что законы, запрещающие продавать безалкогольные энергетические напитки, их как бы нет. То есть такого закона как бы не существует. Я гуглила миллион раз просто, и такого закона, ребят, не существует. И нам везде продают, типа везде. В Парк-Сити продают, в Жолгазе продают, то есть везде продают, кроме этого тупого пивного. Я помню, было раньше популярное видео на ютубе, когда популярное видео выложила, мол, не продали энергетик в фикс-прайсе, решил выпить прям там. Но нам, кстати, в фикс-прайсе продавали, везде продают, ребята, господи. И просто в этом пивнове такая женщина попалась принципиально, девушка скорее, попалась принципиально такая, короче, ого. Вот такая неприятная ситуация на самом деле, потому что, мы пришли, мы покупатели, мы хотим покупать, и закона, запрещающего нам купить такой напиток, нет. А почему нам его не продают? Дальше вот история, которая уже более возмутительная, потому что и она уже более длинная. Короче, мы компанией нашей, Полина, Маша, я и Эмиль, собрались на квест 30 октября. Если это был Хэллоуин, у меня был костюм энергетической ведьмы. Если вы не видели, посмотрите, вот тут вот видео, где я перепрощаюсь в эту энергетическую ведьму. Ну, короче, мы пошли, у нас у всех были эти костюмы. Своевременно забронировали место на определенный квест, на квест «Оно». Когда мы пришли туда, нам сказали подождать в комнате, и мы в комнате видим каких-то других ребят. Но мы думаем, наверное, они пойдут на другой квест. Мы выходим, предстает наше время, так сказать, нам говорят, вот так вот получилось, мы наняли 2 группы, как бы, то есть на одно время как-то так получилось. И, ребята, если бы это было в первый раз. Дело в том, что мы этот квест ходили, не с ними, но я ходила этот квест не первый раз, и они тоже. Блять, это не первый раз, когда они так делают. Мне кажется, они намеренно делают это, чтобы получить больше денег. Когда вот компания 4 человека собирается, мне кажется, они намеренно делают это, чтобы больше человек пришло, чтобы больше человек заплатило за их ебаный квест. Но в чем прикол? Вы можете поместить по-разному, разное время. Зачем так делать? Мне кажется, они специально делают, а потом вот строят из себя дурочек вот этих вот. Ой, я ничего не знаю, простите, пожалуйста. Да какой простите? Вы извините меня. Организаторы этого квеста, вы должны все делать нормально. Почему вам так настолько сложно просто записать тех, кто забронировал уже время на определенный квест? И получается так, что мы стоим, две группы. Я вспомню еще одну историю просто, почему не в первый раз, потом расскажу тоже. Мы стоим, 2 группы, и не знаем, что делать, потому что мы, обе группы, там было 9 человек, кажется, а нас было 4. И мы все хотели на этот квест «Оно». И никто не хотел, естественно, уступать место. Но потом, я не понимаю, что за тупые оправдания. Мы не могли. Ребята, это ваша работа, пожалуйста, делайте вашу работу хорошо. Вы получаете за это деньги, а мы платим за это. И в итоге мы получаем то, что, вот, извините, мы вот такие вот неответственные. Блин, и дело в том, что это происходит не в первый раз. Как-то в 2019 году, мне кажется, мы пошли в квест тоже втроем, только такой же компании. Там случилась та же самая ситуация, только на этот раз с нами были еще 4 там девочки. Ну, короче, то есть вторая группа состояла из 4 девочек, и они опять же хотели на тот же квест в это же время. И организаторы такие, мы ничего не знаем. Если вы живете в моей залупе, не советую вам ходить в квест Пандора, потому что меня это взбесило. Уже второй раз такое происходит, что вот, извините, мы не знали, сука, идите нахуй. Почему уже второй раз это происходит? Я не удивлен, если это происходит, не во второй раз, они так делают постоянно. Вообще меня это очень взбесило. В конце концов, спасибо второй группе. Дело в том, что многие из них не были на квесте заклятия, на другом, получается. Они пошли на другой квест, а мы пошли на тот, на который хотели. Там, конечно, тоже своя история случилась. Давайте я расскажу, в принципе. Но мы сами виноваты, наверное, потому что мы выбрали уровень не самый сложный, средний, с аниматорами. Только чтобы они нас не трогали.
Ну, короче, я не знаю, кто там работает. Но мне кажется, там работают какие-то психи, ребята, потому что, блядь, это пиздец. Мы когда прошли в первую комнату, пошли мы во вторую комнату, и Полина очень сильно забоялась. И это, возможно, понятно, потому что у нее прям слезы, у нее прям вообще пиздец получается. Мы с Машей были самые смелые, панкухи. Мы шли вперед, да, но Полине стало прям очень плохо, она очень боялась. И мы уже хотим отменять. И то, что делает аниматор, мне совсем непонятно. То есть он начинает только ухудшать ситуацию. Он видит, что человеку становится плохо. Я понимаю, что это квест, но везде должны быть свои рамки. Он видит, что человеку становится плохо. И он начинает. Дело в том, что, мы говорили по имени, естественно, обращались к ней, мы говорим: Полина, там, успокойся, все дела. Но мы обращались к ней по имени, естественно. Этот аниматор начал еще жестче пугать Полину. Я не знаю, это был какой-то ее враг или я не знаю кто, но просто этот аниматор начинает еще жестче. Вот так, давайте немного подальше отодвинусь. Этот аниматор еще жестче начинает, мол, Полина, назвать ее по имени. Полине, естественно, становится еще страшнее, потому что она уже на пределе, она уже рыдает, ребята. Естественно, мы ушли оттуда, то есть заблаговременно, я бы так сказала. Но все равно неприятный осадок остался. То есть сначала нам говорят: вот, мы нечаянно. Я им не верю уже. А потом, точнее не нас, а Полине так делают, что аниматор зачем-то еще сильнее ухудшает ситуацию, еще сильнее на нее давит. Зачем? Следующая история, она такая коротенькая. Последняя история на сегодня, такая короткая. Дело в том, что, кажется, в октябре я ходил к окулисту, да. У меня зрение -1, всем привет. Я ходил к окулисту. И что случилось? Ничего особого не случилось. Проверили зрение, мне сказали... нет, это не было, когда еще мне проверили зрение. Это было еще до того, как мне, в принципе, проверили зрение, но я проверялся уже в этой клинике, и у них были данные насчет меня. То есть то, что вот у меня зрение -1, мне консультантка говорит: сейчас, подождите. У меня, я думаю, была примерно у меня тогда еще покороче волосы были. Я думаю, примерно вот так у меня челка лежала на лбу. Мне докторка говорит, врачица, врачесса, докторесса. Мне доктор говорит: Лена, она обращается ко мне по имени. И говорит: вот у тебя такая челка, может ее отрезать, или это сейчас так модно. Во-первых, меня, в принципе, бесит слово модно, потому что оно такое кринжовое на самом деле. Ну ладно, давайте не об этом. Возможно, это связано как-то, да, что вот волосы на глаза лезут. Как видите, волосы мне на глаза не лезут. Как меня бесит, когда, в принципе, кто-то, доктора, да и вообще кто-либо лезет в мою внешность. Пожалуйста, не говорите мне ничего, я вас нахуй убу. Это меня так бесит. Меня это просто до глубины души поражает, потому что это вообще не профессионально. Я понимаю, возможно, она делает это со стороны. Волосы уже на глаза лезут, ухудшится зрение. Да мне посрать, моя дорогая, господи. Короче говоря, прошло, наверное, минут 40 с прошлого отрывка. Но я идиот. Я снял второе видео, которое выйдет немножко позже. Что так холодно все. Я снял другое видео, которое выйдет немножко позже. Вообще сейчас декабрь, я снимаю видео заранее, естественно, да. Я просто сижу на ютубе и просто увидела обложку у какого-то блогера, там написано: я после фри-уроков в Skyeng, там вот эта девушка, которая говорит дизайн. Неважно. Я вспомнила, что я не рассказала историю про Skyeng. Это самая главная история. Дело было, как я полагаю, в марте этого года, либо же в апреле, скорее всего, этого года дело было. Естественно, все позакрывали, английский-то учить надо, да. И папа меня спрашивает: вот, что, как будешь учить английский? И мы решили записаться на бесплатный урок, тем более бесплатный урок. Я помню, я сидел вот тут, вон там с ноутбуком я сидел, связь была тоже херовая, я помню этот бесплатный урок, как он проходил, я зарегистрировался заранее на этой платформе, на Skyeng, и проходил бесплатный урок. Девушка была довольно приятная, такая, не знаю, то есть не знаю, что говорить насчет квалификации. Там она дала мне задание, дала мне ридинг, тоже там спикинг, по-моему, был. Я помню раньше, сейчас Skyeng не в такой моде, так сказать, мода, тупое слово, но раньше, я помню, все рекламировали этот Skyeng, там была вообще жопа с этим Skyeng, вообще, он там вообще был постоянно, рекламировали его. Я не помню, когда это было,
В принципе, урок прошел нормально, за исключением того, что связь постоянно не ловила. А потом она сказала, типа, да, подумайте. Мы сказали, да, мы подумаем. Но потом, я не знаю почему, но мы сразу не увидели цены. Потом увидели цены. Ну, достаточно дорого, поэтому в нашем городе можно как бы найти и подешевле намного. Ну, потому что как бы это все-таки Москва, я думаю, а мы живем в Усть-Залупинске, то есть даже не в столице, то есть даже не в крупном городе, то есть у нас даже миллионов, у нас даже 500 тысяч, у нас даже 400 тысяч нет. Ну и в конце мы просто отказались, сказали, да, спасибо, не надо, но мне до сих пор продолжают проходить эти рассылки на почту бесячие от Skyeng. Ну а потом я увидел видео Марины Лакшас, и я вообще окончательно не пожалела то, что я туда не пошел, потому что все-таки там могут работать не самые... То есть о квалификации учителей я ничего не могу говорить там, но по видео Марины там, конечно, берут много кого. Я не знаю, зачем вам эта история, на самом деле, я вообще не понимаю, в чем ее смысл, но я просто рассказала вам просто free Skyeng lesson, как прошел. Просто я помню, когда рекламировали все, там ничего на самом деле особенного не было, то есть вот эта платформа, она, конечно, удобная, прикольная. Ну, я ничего не могу сказать про сами уроки, потому что я не был на уроках. Но, в принципе, пробный урок оставил довольно положительное впечатление, но все равно за такую цену, я думаю, все-таки... ну, там цена не совсем, то есть не прям очень дорогая для, например, для столиц, для Москвы, например, для той же самой. То есть, если вы живете где-нибудь в столице, то есть это не так дорого, но если вы живете в Усть-Залупинске, как я, ну, это довольно дорого. И у нас можно найти учителей квалифицированнее и в городе в самом. Поэтому мы все-таки решили повременить, поэтому я не ходила на английский до мая, потом я походил до июня, все, я теперь не хожу на английский, да. Ладно, я думаю, что это будет интереснее, простите за такую сратую историю. Ну а на этом были все истории на сегодня, если вы хотите больше историй темы, пишите обязательно в комментариях, но я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Ставьте ваши замечательные лайки, я жду ваших замечательных комментариев, оставляйте вашу замечательную подписку, ставьте колокольчик, который будет оповещать вас о моих замечательных видео. Но я с вами прощаюсь. До свидания. Это софтбокс, это кольцо, которое мне подарил Эмиль. Спасибо большое. Вот. И у меня там стоит телефон, там написаны истории. Ой, там контент на январь, вы все увидите сейчас. Ну ладно. Ну, короче, и вот тут у меня записывается аудио. Что? What's happening? Bitch, I'm a savage, как говорится. Вот сейчас. Мне сестренка принесла бокал воды. Это так мило, блин. Вот кто мне в старости принесет бокал воды. Вот у меня есть уже. Один, прикинь. Просто жарко, это пипец. Я, кстати, снимаю в 11 утра мем. Ну, короче. Еще, кстати, снимаю приветы Старого года. Какие у меня сратые шутки, это пипец, конечно. Закончится вода, я еще одну принесу. Спасибо, зайка. Иди сюда. Мне уже закончилось, спасибо. Пипец, с кем я живу. Вот то. Потому что пишется, а не что. Даниэл, ты в 4 классе. Я на первом. Да, даже в 1 такую ошибку не делать. Если мама по матурну, бы тебя убила.